Очень сложно поверить в то, что твоя страна, какой бы там сумасшедшей власти ни находился, очень сложно поверить, что твоя страна может быть агрессором, убивать мирных людей, претендовать на какие-то территории и прочее. То есть для меня это шок, то есть я не мог в это поверить просто. Я ожидал, потому что война вообще-то не вчера началась, и, если говорить о конкретной войне России с Украиной, то в 2014 году я уже имел довольно четкую позицию на этот счет, и, когда в прошлом году появлялись новости о том, что скапливается все больше и больше вооружений у границы, мне казалось, что война вполне возможна. Единственное, что я не мог предположить, что она будет настолько полномасштабной, как мне кажется, мало кто вообще мог предположить. В какой-то момент, у меня было ощущение, что будто меня предали, Сейчас я работаю в армянском медиа, Алик Медиа, в русскоязычной его редакции. И для меня важно в том числе на русском языке давать какую-то информацию об Армении, которая не является пропагандистской, потому что, в принципе, на русском языке очень много пророссийского, пропутинского контекста именно об Армении. Мы знаем сайт «Спутник», например. Я помню, как я впервые ощутил, скажем так, присутствие войны, когда начал сталкиваться с родственниками погибших военных в первые дни уже, до еще объявления официального о том, что там есть потери и все остальное. И когда вступал в коммуникацию с этими людьми, у кого там кто-то погиб, сын или кто-то еще, это, конечно, страшно. Привет. Привет. Что можем? Так, это которая была что-то понедельник, да, например? Это 19 августа. Здравствуйте! Сегодня у нас очередной выпуск передачи «Армянский контекст», где я, журналист Андрей Серафимов и политолог Тигран Григорян обсуждаем главные события прошедшей недели и пытаемся разобраться, почему они были важны для понимания происходящего в Армении. Тигран, привет снова. Я работаю с местным медиа «Инфоком» называется. И мы там ведем передачу на YouTube-канале, у них она выходит, и эта передача напротив, то есть у меня немного другой фокус, в отличие, например, от твоего. У меня фокус здесь на то, что я стараюсь дать какие-то глобальные вещи, типа русской аудитории, грубо говоря, там конфликт, в Арцахе, то есть, что, зачем, особенно в контексте последних, провокаций. Мы ведем передачу вместе с армянским политологом, и как раз больше говорим о контекстуальных таких, то есть больших вещах, то есть не о низовых, а именно о объяснении контекста для россиян, потому что Армения нас очень добродушно приняла, то есть очень добро и прекрасно. Я приехал в Ереван, обнаружилось, что есть довольно много здесь российских авторов, поэтов и поэтесс. И мы захотели что-то такое сделать, но просто сделать вечер было странно, потому что, невозможно читать стихи, когда идет война. Поэтому мы сделали антивоенный вечер, он был благотворительный, то есть там был donation и
собранные деньги пошли в два фонда. Это фонд, помогающий украинским беженцам в Армении, и фонд, помогающий людям в Арцахе. Благотворительный антивоенный политический вечер. Вот за тем столом можно донатить. Ну и да, мы позвали российских авторов и армянских авторов. Որդին նայում է կրակին, հայրը մոխրին է տեսնում։ Տանում է շիրմաքարը, որ մեկ ուրիշ որդի։ И у нас на всех одна игла внутри огромного сердца. Так уж случилось, у нас одна игла внутри огромного сердца. Чтобы вытащить эту иглу, нам нужно поранить сердце, нужно нарушить блядскую целостность сердца. Может быть, вообще поставить себе новое сердце, пустить мигранта другого. Но вы читали Нанси, вы в курсе. Короче, наш фильм теперь официально в Оберхаузене. То есть там же, где и всегда. И надо бы выбираться отсюда. Цензура есть ли в России? Ага, сюда. Да, безусловно, в России есть цензура. Вопрос можно закрывать, в принципе. Ну, я вообще литературой занимаюсь, пишу всякое художественное и публикуюсь, и в последнее время я стал замечать, что я как бы уже немножко вот думаю, а стоит ли мне говорить что-то откровенно про Путина там или нет. И знакомый, который опубликовал роман про Путина и Крым, и что Путин там, типа, его поселяют на острове, и он там, ну, короче, там какие-то сюрреалистические вещи происходят. В общем, ни одна типография не хотела опубликовать этот роман. Все люди боятся, естественно. И я прекрасно понимаю, мне кажется, если бы я был в России, я бы тоже боялся что такое делать. Очень давно как-то для себя понял, что чем как бы авторитарнее, тоталитарнее страна, тем меньше разницы между журналистом и активистом. Мне кажется, что основная задача сейчас – это достучаться до тех, кто находится за ширмой пропаганды. То есть мне очень хочется, чтобы не было у, допустим, да, там, так называемых вот эти вот либеральные медиа, ну, использую как бы стереотип, но я думаю, понимаю, что я имею в виду. Мне не хочется, чтобы люди, которые читают эти медиа, и не так, чтобы медиа варилось только вот в этих читателях. Потому что это получается какой-то бесконечный информационный пузырь, и как бы для одной, да, группы, которая условно там поддерживает, да, все то, что происходит, такие люди есть действительно, и те, которые против. Абсолютно очевидно, если говорить о медиа, что есть цензура, и это не вчера началось, но чем дальше, тем больше она разрасталась, и когда началась война, это, мне кажется, достигло какого-то апогея вообще, вот, и буквально, не осталось, по-моему, каких-то больших независимых медиа, которые бы продолжали спокойно работать в России, вот. Которые скорее остались не заблокированы и на Ну да. Да, я помню, как я лежала в ванной 23-го, я смотрела прямой эфир «Дождя» и думала о том, что, наверное, очень клево, что они сейчас радуются, потому что, кажется, мы очень скоро все не будем радоваться вообще. 25 февраля у меня был самолет. Я зашел к подруге, чтобы оставить ей ключи, чтобы она поливала цветы, и я должен был лететь в Иркутск. Она говорит: ты видел, что происходит по телевизору? Что происходит? Там дед вещает уже, типа, там, второй час, какую-то бургу несет. Я говорю: что? 23-го была речь, а 24-го... 22-го, по-моему, была речь. Да, там было несколько речей. Ну, да, мы созванивались с Владом, а ребята там, у них оперштаб в Питере, они обсуждают, кто каким рейсом полетит, когда, куда там. И Влад мне записывает сообщение, звонит, говорит: я в Дубае. А как бы это последний человек, от которого я готов вообще в жизни был услышать фразу «я в Дубае». У меня было very много злости 24-го, когда я поехала в поликлинику, там что-то бабули обсуждали,
Я ехала в трамвае, так сильно хотелось, чтобы все сказали вместе, какая-то хуйня происходит, типа война началась. Но никто об этом не говорил, и когда мы вышли, тоже было очень мало людей, и нас задержали, когда мы даже до толпы не успели дойти, типа за плакатики на спине «Нет войне». Очень я, короче, злилась на всех, кто не вышел. Чувак, который ездит. Да. Окей. Погнали. У тебя есть еще одна, вторая попытка поставить детский мат. Давай. В ближайшее время будет шахты мат. Да, такое чувство, что мы шахматисты. Война рано или поздно закончится. И я надеюсь, что скорее рано, чем поздно. И надеюсь, что она закончится победой Украины, конечно же. Могу сказать, что мне бы хотелось вернуться в Россию, и в частности в Петербург. Наверное, за время, проведенное в Армении, концепция дома как-то актуализировалась для меня, и я понял, что я могу назвать Петербург своим домом, и я надеюсь когда-нибудь вернуться тогда, когда я смогу оказаться полезным там.